Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз на ближайшие дни с 10 по 20. Что ждет? Что ждет ваш знак зодиака? Что прояснится? Что вас удивит или для вас будет неожиданно? И вначале мы достанем три карты, как три знака судьбы. Что же будет самое важное? Мы не задаем вопросов, позволим картам просто раскрыть для нас цепочку последовательности событий, или что вам сейчас нужно услышать, важно знать, принять, может быть, во внимание. Итак, что же там важное? Может быть, правда, какие-то сферы жизни в ближайшие дни, которые на первом плане будут для вас. Так, и третий знак судьбы, что ждет? Пойдем дальше и спросим, а что вас удивит? Или для вас будет несколько неожиданно? Что прояснится? Какая тема? Что вас ждет в личной жизни, любовь, взаимоотношения, отношения в паре и вопросы дома, вопросы работы, у кого-то учебы, документов, ну или важные встречи, контакты, планы в целом. И деньги, финансы. Итак, смотрим. Первый знак судьбы. Ох, в чем-то подзастряли. Есть какая-то тема, которая у вас точно не развивается, как тупик напоминает. И вот ведь карта-то говорит о том, что ну, надо однозначно какое-то решение принимать, потому что неудобно висеть вниз головой. Или какая-то история у вас крепко затянулась. А что это такое, с чем это связано? Ну, вы сами как будто ничего не предпринимаете, а ждете подходящего момента. Кто-то не верит. Может быть, в предыдущий период оказался, ну, в такой сложной ситуации, когда это чья-то игра была. Поэтому вы могли закрыться. Да точно. Тут, знаете, тут и двояко. Конечно, я допускаю, что была вот эта самая игра, потому что все-таки семерка мечей, карта вора. Это когда, ну, не очень красиво, будем говорить, с нами поступили. Но и с тех пор мы, может быть, и вы вынуждены были какое-то время как отойти от дел. Или себя восстанавливать, да. Но пауза затянулась, все карты вот именно об этом. Тут мы даже не видим, мы настолько где-то привыкли, ну, вот, к какой-то статике. Вам это совершенно не свойственно. Ну, значит, есть какая-то тема, а, которая у вас никак на лад не идет. И вроде как и варианты-то, ведь вот посмотрите, нашей девушке предлагают возможность. Явно у вас есть выход из создавшегося положения. Но вы куда-то вдаль смотрите, да, вот как героиня этой карты. Она вообще смотрит в никуда, не фиксируя нигде взгляд. Но самое главное, она вот не смотрит то, что возле нее. Она как бы не оценивает это. Она считает, что это где-то оттуда должно завтра что-то измениться. А вот уже прямо сейчас тут какую-то возможность дает жизнь. Да карта искаженного восприятия. А что это такое? Вы правда какой-то вопрос, проблему, тему видите безобидно однобоко. Вот по-другому не скажешь. Тут с другого бока что-то подают, а мы как будто, да, вообще туда не смотрим. А что это такое? Умеренность. Вы себе установку такую взяли на умеренность, но, может быть, сроки не обозначили. Пора уже как будто выходить. Тройка жезлов– это карта будущего. Вы уже подошли до той черты, когда, ну, надо что-то предпринимать. Уже, ну вот, видимо, знак судьбы. Может быть, вы именно с 10 по 20 на что-то решитесь. Точно. У кого-то это может быть связано с работой, у кого-то с домом. Я, может быть, и финансовый все же. Это финансовая карта. Может быть, финансы не дают какого-то маневра для того, чтобы вы осуществили желаемое. Ну, тогда или заработать финансы, или решить вопрос по работе. Пусть это даже финансы, иногда вопросы, связанные с жильем, как будто варианты есть. Если мы... Вот смотрите, куча карт выпала, да? Вот эти две карты, они волшебные, очень хорошие, добрые карты. Но вот все то, что мы с вами достали, вот это я положу рядышком, вот вы как будто этого и не видите. Как будто будущее, оно зыбко, оно где-то там. Ну, может быть, завтра. Вы что-то откладываете на потом. Все, наверное, карты, какие только существуют, про ожидание, про искаженное восприятие, про то, что какая-то пауза затянулась, ничего не меняется.
Может быть, кто-то ждет, что ну вот сейчас что-то произойдет и оно изменится. Нет, тут нужно менять что-то самим. И даже если я допускаю, у кого-то была некрасивая ситуация, именно вас кто-то подвел, да, или буквально обманул. Но это не повод для того, чтобы, ну, знаете, как говорят, обжегшись на молоке, не дуй на воду. Здесь надо найти силы и завершить. Ну, тут прямо бессмысленно, потому что это уже, ну, где-то вам явно не помогает, а то и может быть опасным. Может быть и так. Давайте второй знак судьбы. У вас именно на далекое будущее. На далекое, звезда, это что-то далекое. Хотя у кого-то это может быть желание вот буквально переезда, но нет какого-то варианта. Или когда вы хотите осуществить какое-то свое намерение, но почему-то вы тогда думаете, что это должно быть потом. А почему это потом? Вообще это карта исполнения желания, как минимум одного. Ну, может быть, это вы даже кто-то, да, вы сейчас находитесь на расстоянии от привычной обстановки, или вы не вместе с каким-то человеком, королева Пентаклей. Для людей семейных, может быть, тоже. Кто-то уехал, ну, может быть, вы или ваш партнер в командировку, да, как будто расстояние присутствует. Может быть, у кого-то ссора была с человеком близким, да. По королеве Пентаклей часто проходят именно наши близкие. И, те, которые к нам очень хорошо относятся, те, которые, или которым мы можем доверять. Это те люди, которые, ну, в принципе, по королеве Пентаклей, это та, которая умеет создать быт, уют буквально с нуля. Это та, которая хорошая хозяйка, заботливая мать, любящая жена. Ну, до бесконечности, да, можно, перечислять все эпитеты. Неважно даже, какому знаку зодиака, хотя у кого-то может совпасть, что это человек, который рожден под знаком зодиака семьи Земли, телец, дева, козерог или имеет там асцендент. Но, в принципе, это вот именно люди надежные. Ну, может быть, нашла коса на камень, не поняли, значит, надо разобраться. И если какая-то история, может быть, вы обдумываете, да, здесь ведь все равно самое главное в вашей власти, в ваших силах что-то изменить. Тут я даже более того скажу. Ведь по звезде как будто это нужно сделать, потому что это благополучие у вас сейчас на кону. А вы вот ждете, может быть, вы ждете, когда откликнется человек. Тогда нам говорят, что да и вообще-то тебе самому тут надо что-то предпринимать. Вот интересно, или самой. А ведь точно, у кого-то вопросы дома, деньги и именно личной жизни. Задача номер один. Мои дорогие девочки, у кого-то и вы могли сейчас, к примеру, да, кому это соответствует по возрасту, по желаниям. Я жду ребенка. Или вы воспитываете, может быть, ребенка одна, ребенок маленький, и нужно везде успевать, и деньги заработать, и дом. Это вы тогда вот в этих энергиях, как та королева Пентакли, даже выше, все-таки вам выпадает карта императрицы, обо всем заботиться. И да, когда выпадает императрица, тут нужно надеяться на самого себя. Все-таки это символ, самое главное, нового «я». Вот вам себя-то тоже нужно изменить. Значит, в зависимости от поставленных целей, вы очень ресурсны сейчас. И вы как будто можете терять время, просто потому что вы ждете, что завтра будет либо лучше, либо завтра что-то, ну, произойдет, какое-то такое событие, которое либо вас подтолкнет к какому-то решению, либо изменит само по себе какую-то ситуацию, или человек вдруг изменится. Ну, можно на разные конфигурации перечислять, а говорят, нет, тут придется самому как-то действовать, потому что на кону ваше благополучие, ваша ресурсность. Мои дорогие мужчины, для вас может проиграться именно ситуация, которая связана с любимой женщиной или, в принципе, с важной женщиной. У кого-то это может быть и мама, может быть, это у кого-то и руководитель проекта. Тут надо все решать по справедливости. Понимаете, тут явно есть какая-то история, неважно. В личной жизни подведем итог, да? 2 старших аркана. Личная жизнь, финансовая история, вопросы дома. Здесь нужно решать по справедливости. Не ждать подходящего момента. Примите к сведению. Все карты, тут даже не знаю карт, совершенно очевидно. Они дают понять. Твое время пришло. Тебе нужно именно сейчас с чем-то определиться. Может быть, и сделать что-то по закону. Вот подумайте. Смотря с чем тут сопряжено, да, недвижимость, значит, тут тоже нужно что-то продумать.
Может быть, и где-то придется идти на компромисс, ведь императрица, да, в принципе, и королева Пентаклей, вот у вас как будто сейчас очень такие добрые, позитивная энергия. И вам вот на этой волне нужно решить некоторые вопросы, возможно, которые будут состоять даже или включать в себя заключение каких-то сделок, документов, контрактов, да, ну, может быть, и брачных контрактов, контрактов по работе, или это будет какой-то финансовый документ, или это будет рабочий документ. Ну вот, ну, наверное, все же справедливость — это всегда как карта кармы, мы еще называем. Явно тут есть какая-то история, которая тянется из прошлого. И всегда эта карта говорит: если ты сделал что-то хорошо в прошлом, вот у кого-то проиграется именно так. Если ты сделал что-то хорошо, то тебе как пространство дает какую-то возможность. Пусть руками других людей. Но какие-то двери для вас будут открыты. Но для кого-то может проиграться и другое. Если ты где-то наследил или ошибся, тебе пространство дает или возвращает эту ситуацию для того, чтобы ты, ну, сделал или сделала какую-то работу над ошибками. Ну вот примите к сведению вот такую подсказку. Все таки это такая вот секретная карта, будем говорить. Ну, давайте узнаем дальше. Что вас удивит или будет для вас неожиданно? Какая-то дорога, поездка, как будто вот прямо быстро надо вот так, да, собраться, отправиться и долго не раздумывая. Может быть, это вас самих, вот вас и удивит такое окончательное решение: "Нет, я действую прямо сейчас. Я больше не жду". Тут, знаете, решиться надо на что-то, это правда. Что вас удивит? Известие какое-то вас может, кстати, удивить. Вас могут удивить даже дети, взрослые. Может быть, и человек. Вот, кстати, королева чаш выпадает. Может быть, это вы получаете известие от такого человека, которому вы либо доверяете, либо у вас состоится какой-то важный разговор. Или, может быть, это вообще какие-то третьи лица, которые принимают там сами решения, вам просто докладывают о том, что они решили, или, ну, какие-то планы у вас общие есть с этим человеком или взаимодействие. Это может быть кто-то из близких, из родственников. Когда вы получаете это известие и понимаете, что вот нужно действовать прямо сейчас. И я должна сказать, что для кого-то, знаете, как удобный момент может появиться с 10 по 20. И тогда куй железо пока горячо. Но вот смотрите, когда выпадает рыцарь мечей, это такой момент, когда мы должны, да, где-то активничать. И быть готовым к тому, что нам нужно будет какие-то документы либо подписывать, либо знать, как работает в отношении вас закон. Держать марку, не вступать в какие-то конфликты. Но тем не менее, как будто игра того стоит. Тут даже не игра, а дело какое-то вы можете решить. Может быть, это непосредственно даже связано не только с близким, а с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Но могут быть и близкие. Тут ведь и правда карта шанса, карта возможностей, карта получения денег, карта получения документа, важной бумаги. Правда, тут у вас как лед тронулся. Но вы ведь можете и не заметить этого, мои дорогие. Вот если мы так сидим, вот она, эта возможность. С 10 по 20 это точно на к вам приходит. Но для этого надо, знаете, как видеть полностью, вот панораму какую-то, что происходит вокруг вас. А что же прояснится? Праздник. Ну, наверное, все то, что я сказала. Если вовремя узреем, как будто, да, и не упустим момент, то и праздник будет. У кого-то по части дома, семьи, опять же, часто аркан Луна. Для кого-то из вас это, знаете, праздник по какой-то затянувшейся истории. Может быть, какие-то сведения тут приходят. Для вас, для кого-то это приятные чувства, все же это тоже может быть, да, пара. Я вот вижу, что у вас либо дом, либо семья. Ну и где-то деньги. Финансовых тоже карт достаточно. Как и решить, так и решиться нужно на что-то. Может быть, вот, да, 2 кубковые карты и одновременно Луна. Мои дорогие, тут может быть такой момент. Даже для мужчин ваша любимая женщина, может быть, ждет ребенка. Ну, для кого это актуально, правда? Давайте так, будем реалистами. Или, мои дорогие девочки, правда. Или какая-то история, которая касается вашей семьи. Тут нужно будет принимать решение по... Как какая-то возможность все-таки я тут вижу. По какой-то возможности. Тут чего-то нельзя упустить, потому что, ну вот, если даже долгое время
как дела не двигались, все время была какая-то непонятная пауза или все время какие-то остановки, то здесь, знаете, вот как ну, что-то происходит, и начинается, может быть, буквально с информации. У кого-то это информация от человека, а у кого-то это информация в средствах массовой информации. Или вы сами нашли что-то, и все равно надо тогда действовать, прояснять, что-то пытаться состыковывать, ну, по крайней мере, какая-то активность. Тогда и праздник как будто будет, понимаете? И при этом, вот смотрите, аркан Луна– это искусство мелких шагов. Все же тут нам о чем говорят? Что до конца ты что-то еще не прояснил. Праздник есть, но до конца еще история не прояснена, поэтому тут что-то нужно будет и продолжить. Но ты, видимо, закладываешь основу своего благополучия, своего порядка, организации, в принципе, жизни. Но если это ты случайно оказываешься, кстати, в толпе, избегайте толпы, избегайте, в принципе, каких-то конфронтаций. Но мы спросили, что прояснится. Прояснится, как я уже говорила, и, ну, чтобы подвести итог этому вопросу, как вопросы личной жизни, так и вопросы дома. Вот здесь явно может быть какая-то приятная весть. Что еще прояснено, опять нам говорят. В основном, конечно, это именно вопросы личной жизни. Ну, может быть, у кого-то с детьми, с родственниками, все-таки мы все разные. Мои дорогие близнецы, что-то вас будет радовать, это факт. Вот давайте узнаем, в личной жизни что ждет? Десятка мечей, ну, может, это у кого-то помириться надо, да? И тогда это получится, дипломатия, да? Вот у нас тут как в квадрате, какой-то высший пилотаж, потому что выпадает императрица. Она способна договориться со всеми. Вот вам и работать с информацией, что-то уточнять придется, может быть, и изучать. Если мы даже помирились по этой карте, это, знаете, когда мы не вспоминаем друг другу былое. А для кого-то из вас, правда, переезд может быть всей семьей. Какая-то новая история, может быть. Кстати, у кого-то может быть и новое знакомство. Да, может быть, у кого-то из вас новое знакомство, хотя рыцарь чаш, он не говорит о том, что это надежное, но вас это будет вдохновлять. Но и следом тогда выбор. Опять как будто развилка, и не знаю, что выбрать. Мои дорогие близнецы, перейдите на мой сайт, ну, кому это интересно поподробнее. Очень как-то похоже на планетарные вот подсказки, да. И у меня разные статьи есть, и на февраль тоже вы можете посмотреть, гороскопы почитать, а также волшебный мост между прошлым и будущим, коридор возможностей. То есть вот прочитайте, что для вашего знака зодиака, переложите на вашу жизнь реальную, как это может быть применимо. Потому что я знаю, что для вас сейчас важно не столько количество, сколько качество. Вот так, вам как будто нужно с чем-то одним определяться. А тут как будто оно вдохновило, а потом опять что-то и стало на паузу в личной жизни. Что? Ну, какой-то выбор у вас, направление. Вот посмотрите. Второе всего есть 2 карты выбора правильного направления. И каждая карта имеет свою дистанцию. Солнце 6-8 месяцев. То есть это буквально мы говорим почти до конца года. А звезда лет 10-20. Вот у вас сейчас как будто идет закладка будущего на такой далекий период. Сначала вот эти полгода или те ориентиры, которые выберете, вы в них будете жить, в течение 2026. Но это будет оказывать влияние на всю вашу последующую долгую жизнь. Поэтому делайте какой-то правильный выбор. Что же в доме или дома, или с домом? Переезд у кого-то. Может быть, это тот, который вы собираетесь. Тут могут быть такие решения, когда, ну, правда, состыковать мы можем какие-то вопросы. Или вы можете даже альтернативное решение принять. Допустим, если у меня не получается один вариант, вы тут можете что-то переиграть, подойти к решению вопроса вообще как-то альтернативно. Для кого-то из вас, правда, может быть расстояние, когда вы от дома вдалеке. Что в доме? Рыцарь жезлов, неожиданности, дороги, кстати, много перемещений. Много и тайн каких-то, которые вам нужно разобраться в чем-то. Может быть, и кто-то от вас, вы думаете, что-то скрывает. Нет, тут больше я вижу, что это вы можете. Тут, знаете, даже вот в доме. Вот дела ваши, то, что вот есть сейчас, вы смотрите, да?
тут может принять какой-то новый оборот. И это могут быть и новость. У кого-то приезд человека буквально, да, причем это тот человек, которого вы не ждете, может быть, как визитер какой-то или информация сама по себе. Иногда это как гонец, который к нам приносит эту информацию. Может быть, вы потом, именно когда вы получаете какое-то известие, вы начинаете думать, хорошо, а что с этим делать? Явно есть какая-то история, которую, вот знаете, на раз-два не решишь. Но, наверное, самое главное, пятерка мечей – для кого-то из вас нужно, правда, установить какой-то контакт, чтобы вам было легче договориться, либо решить какой-то вопрос. И вот крепко надо подумать, каким методом действовать, самое главное, да. И опять нам говорят, не потеряй времени даром. Это когда тысяча дорог сходятся в одной точке. Это карта скорости и получения информации, поэтому тут может быть какая-то очень скорая информация, когда буквально, ну, как ворвалась в нашу жизнь какая-то новость и начинает что-то меняться. Я не исключаю, что это вы и сами, может быть, что-то услышите, и каким-то образом эта мысль, ну, вот она осела в нашем сознании, мы начинаем думать, а что это такое, а как это можно применить к себе самим, и значит, какой-то инсайт в конечном итоге у вас будет. Вам и решить, и решиться на что-то надо, однозначно. Ладно, давайте узнаем. И главное, перспективы-то для этого есть. Более того, и сначала вот эта более короткая дистанция, это знаете, как два плана. План минимум вам составить и план максимум. И готовым быть корректировать это. Что по части работы? 13-й старший аркан. Может быть, это у кого-то с работы именно сопряжена история. У кого-то это будет связано, вы меняете работу или какой-то меняете образ жизни. На работе меняется график работы, да. Может быть, раньше работали удаленно, а теперь придется ходить в офис. Или раньше находились в офисе, да, работали, а теперь придется перемещаться, работа с командировками. Здесь явно идет смена какого-то шаблона. Не будет так, как прежде. Для вас это может быть где-то неожиданно тоже. Но, может быть, это те вопросы, как документы мы говорим, у кого-то учеба или какие-то важные встречи, согласования. Мои дорогие близнецы, будьте готовы к альтернативным вариантам, потому что тот вариант, который... Вот в чем риск, хочу сказать, мы с вами с самого начала смотрели. Явно, я говорила, есть какая-то путаница и ожидания. Мы ждем момента. Так вот, здесь может быть такой момент, когда, знаете, он не вписывается в наш шаблон, как мы себе это представляли. Но именно это и будет для вас выход из какой-то патовой ситуации. Тут не надо держаться за прошлое, здесь нужно идти вперед. Что еще? Да, какое-то время вам дипломатия совершенно необходима. И карта, кстати, говорит, будь легок на подъем, поэтому каких-то перемещений может быть больше. У кого-то, правда, пусть это связано с работой, переезжает офис. Или когда работа может быть теперь онлайн, работа буквально может быть на дому, у кого-то проиграется, а у кого-то документы, которые связаны с завершением, может быть, даже работы. Вот такое кто-то может и на пенсию выходит или еще там какие-то. Потому что, вот смотрите, 13-й старший аркан – это всегда какой-то финал. Но ведь и по десятке-то ведь жезлов – это тоже завершение. Вот буквально тут какой-то переезд. Вот вам нужно опять же решиться. Вот понимаете, вы не видите какую-то возможность. И почему? А потому что вы себе нарисовали какую-то картинку, что должно быть так. А вот так, как нарисовали, не будет. Нам уже много раз сказали карты. И, кстати, работа это тоже касается. Не держись за прошлое. Вот вообще не держись. Смотрите, тут, если ты даже будешь держаться, следующий аркан башня, уже, ведь башня это то, что какое-то долгое время стояла уже, ну вот буквально башня, прообраз была в первых картах, это как тюрьма старая, которая дала трещину, но еще стояла. Вот она стоит, да, и вдруг от попадания молнии, вот именно там, где была трещина, оно и разрушается. Вот вы можете не видеть, что или таким, или иным образом что-то по вашей работе будет меняться. У кого-то руководство, у кого-то приказы, или руководители руководителей, да, и там тоже новая метла по-новому метет, нам придется как-то по-другому организовать жизнь. Но если для тех, кто вообще не работает, да, тут надо продумать, может быть, дополнительный источник дохода или вашу какую-то занятость, или, может быть,
у вас есть какая-то тема, которая касается непосредственно документов, тогда, мои дорогие близнецы, все равно действуй каким-то альтернативным методом, рассматривая разные варианты. Вот знаете, есть такая древняя китайская поговорка: «Не возлагай все на один корабль, иначе он обязательно утонет». Вот и для вас что-то такое, ну, как запасной аэродром иметь. Деньги по жезлов. Известия, которые может быть связаны как и с работой, так и с деньгами. О чем-то вы можете сожалеть, кстати, или нарисовать себе какие-то мрачные картины. Вот тут самое главное — открыть глаза, потому что иногда это карта внутренних страхов. А первая карта, она такая динамичная, теплая. Правда, опять нам говорят, поездка, переезд или какая-то альтернативная, может быть, тема по работе для заработков или вторичный доход. По этой карте мы можем, ну, буквально на нашем перемещении зарабатывать деньги. Ну, можно много разными делами заниматься, именно перемещаясь, да. У кого что. Иногда эта карта будет говорить, когда мы осваиваем буквально интернет или новые ресурсы, которые, да, посредством интернет. У кого-то будет вот именно работа на дому или, в принципе, пусть какие-то другие навыки, скиллы, когда нам не нужно для того, чтобы изучить, сидеть в университете, когда за 2-3 месяца мы можем получить специальность, и для нас это тоже подушка безопасности. Вот не бойся идти вперед. И по деньгам как будто тоже. Какое-то время у вас наступает, мои дорогие близнецы, правда, какой-то глобальной перезагрузки. И тут и личная жизнь, нам сказали, да, много старших арканов, и вопросы финансов, и вопросы дома. А для кого-то это все еще и вопросы, связанные с работой или с документами. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. Помните, на кону ваше солнце. И это только 6-8 месяцев. Вот из-за этого, из этой какой-то конфигурации будет складываться более длительная дистанция на 10-20 лет. Решайте и решайтесь.